Друзья, хотите, научу, как это, кайф получать? Земля стояла до тех пор, пока мы не поехали на велосипедах. Объявляется борьба с борщевиком. И шагая за высокой новью, помните о том, что всякий час вечно смотрят с верой и любовью вслед вам те, кто жил во имя вас. Видите, что 50 километров делает с людьми? Спонсор показа – интернет-магазин «Антиквар 32». Огромный выбор металлоискателей и поисковой техники. Широкий ассортимент аксессуаров и снаряжения. Обмен вашего металлоискателя по системе Trade-in. Переходите по ссылке в описании и применяйте промокод РЫБАКОП. Это даст возможность получить скидку до 25%. Друзья, всех приветствую на канале Рыболов Копатель. Сегодня у нас такой выпуск. С Владосом едем в велопутешествие примерно 100 километров. Пока Влада жду, сделаем обзор на велосипед. Вот он, мой польский железный конь. 21 скорость. С Нового года он у меня, родственники подарили. Я специально хотел такой городского типа, попроще. Комплектация с удобной сидухой, с рулем, который не выше 5-й точки, точнее не ниже, для удобства. Так, водички вот заправил. А вон и Владислав у нас подъезжает. Вон он едет, тигр. Впереди у нас 50 километров туда и обратно примерно. Ну чё? Ну что, начинаем наше путешествие. Забыл сказать про маршрут, который у нас будет пролегать. Получается, город Светлый, потом Кремнево, Шиповка, Черепаново, Логвино. Потом на Шатровское шоссе выезжаем и погнали уже на Светлогорск. Там купаемся и назад. Родной наш город Светлый. Выезжаем за пределы Светлого. Такой самый участок не очень, а дальше все по дорогам. Спаси и сохрани. Поехали. Пока за нами не приехали. Тут предприятия у нас всякие. Всевозможные. Выезжаем за черту города. Грибные места вот тут вот. Как бы не парадоксально это было, но неподалеку от свалки получается. Так, ну что, минут 10 и мы у первого чекпоинта. Это мост через Калининградский отводной канал некогда. Который канал ныне осушен, и уже фекалии в Калининградский залив не текут. Полет нормальный, но вот тут спешиваться надо. Вот так вдоль рельс переходим и погнали дальше. Время 6 час утра, и мы двигаемся по вот такой дороге лесной. Часть нашего маршрута довольно-таки небольшая, пролегает по ней. За спиной примерно 8 километров. И сейчас будем выезжать уже, пересекать Балтийское шоссе и двигаться в сторону Кремнева, Шиповки, Логвина. Что будем проезжать интересное, буду показывать. Уже комары с утра подлетали, уже интересовались. Ой, с горочки как хорошо идем. Ой-ой-ой.
Так, пересекли Балт-шоссе. Вон оно за спиной у нас получается. Выехали на Кремнево-Шиповка. Надо подкачаться маленько. Что-то у меня заднее такое слабенькое. Влад, являясь сыном генерала, приказал подкачать заднее колесо. Так что надо делать. Лес после дождя, ребята, красота. Полон озона. И мы прошли 10 километров. Считай 10-ю часть от сегодняшнего маршрута. На нашем пути образовались железнодорожные вагоны. Поэтому нам сейчас еще петельку в 4 километра надо будет сделать. А так вот, если бы напрямую мы оп, и сразу бы выехали на дорогу к Черепаново. Сейчас вот тут по грунтовочке объедем. Воздух такой, друзья. Тут просто можно вот ехать чисто ради того, чтобы подышать. Ну, с городом не сравнится. Как Влад говорит, едешь, все запахи чувствуешь. Там веселкой пахнет грибами. Там мужик на остановке спит, курит, табаком запахло. То липой пахнет. Ну, вообще просто песня. Ладно, поехали дальше. Так, это мы в Черепаново въезжаем. Шиповку проехали. Блин, закрыл приложение трекер. Пришлось заново запускать. Смотрите, липы какие. Здесь дуб. Тут липа. Деревья старые. А вот поселок сам. Немецкие дома еще. Монумент. Здравствуйте. Все, развилка на Логвино пошло. Поселочек маленький. Тут воинская часть. Там Люблино. Ну а мы прямо на Логвино пошли. Погнали. Ну вот, теперь мы в Логвино. Ой, с горочки вообще кайф идти. О, после лужи тормоза-то скрипят. Немецкие сараи еще. А впереди у нас по левую руку реабилитационный центр. Алко-нарко. Кстати, бесплатный, насколько я знаю. Так что у кого проблемы, добро пожаловать. Телефон на воротах видели. Такая ненавязчивая это. Не реклама, просто. Не дай бог с этим столкнуться кому. Едем себе, едем. Километров 18, наверное, уже дали. Хорошо, в тенечке. Ну что, четверть пути, они же 25 километров пройдены. Подъезжаем к мемориалу воинам-мотоциклистам. Сейчас притормозим, попьем здесь как раз. Кстати, кому интересно, можете найти видео про Теренбергский котел. Профессор там рассказывает про эти места. Вот стенд недавно установили, кстати. Здесь мужественно сражались бойцы 2-го гвардейского отдельного мотоциклетного полка и 91-й гвардейской стрелковой дивизии. Февраль 45-го. Они приближали нашу победу. Тут вот даже, смотрите,
Советские каски. Кстати говоря, насколько я знаю, это байкеры. Местное сообщество. Потрудились, организовали. Тут описание боев. И шагая за высокой новью, помните о том, что всякий час вечно смотрят с верой и любовью вслед вам те, кто жил во имя вас. Вон у Влада что сталось с великом, посмотрите. Что значит без крыла ездить? Все залепило. Этим соцветиями всяческими. Ну ничего. Плантации борщевика. Шатровское шоссе. Кстати, губернатор там Антон Андреевич Алиханов спрашивал, где борщевик растет. Да вот тут им все устлано. Шатровское шоссе. По обочинам. Объявляется борьба с борщевиком. Посмотрите, какие укропы большие. Все борщевичок. Тут такие по 4 метра высотой. Вон он за деревьями. Так что, Антон Андреевич, я же знаю, вы же смотрите-то меня, рыболова-копателя. Так что, ну вы поняли, где, короче, этот борщевик лютует. Эх, не успел заснять. Журавли вон. Стая. Полетели. Вон еще набирают. Оп, 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 оп. Красавчики. Ой, пока. Точнее, привет. Проезжаем развилочку. Отсюда можно на Янтарный уйти. Тут дорога хорошая. Ну, вот, по крайней мере, в это время. Сейчас мы едем. Машин немного. И в большинстве своем едем по теньку. Озерцо проезжаем. Вон симпатичное какое. Влад сразу же зафиксировал. Видите, в центре экрана блестит белая точка. Кто-то блесну на провода повесил. Как обычно. У нас санитарная остановка. Можно сказать, что мы уже подъезжаем к Светлогорску. Тут еще одна дорога у нас всплыла. Мы даже маленько подсократим. Получится у нас в одну сторону километров 48. Ну ничего, мы до соточки добьем обязательно сегодня. У нас же цель 100 км. Из леса доносился лай собак. Они двигались по тенистой дороге, вкушая ароматы летнего леса. Перекресток 7 дорог. До Светлогорска 4. Мы с Владиславом довольные. Где Владислав? Вон он сидит, машет. Вот Влад тоже говорит, вот была бы такая везде дорога. Чего у нас нет этой инфраструктуры? Ну вот здесь, в Светлогорске, куда приятнее ехать по аллейке, по велодорожке.
знать, что ты никому не мешаешь, не создаешь никаких нервов. И сам в безопасности и в тенечке. И кайфуешь, собственно говоря. Ну вот, въехали в сам Светлогорск. Проезжаем озеро Тихое. Красота. Сейчас профессору позвоним. Может, он выйдет с нами поздороваться. Кайф. Мы в Светлогорске. Вон, к дяде профессору заехали в гости. Вон он на стиле стоит. Сейчас маленько поговорим и купаться поедем уже. Мы уже в Светлогорске 3 с Владом. Двигаемся по велодорожке прямо. До моря метров 500 у нас. Ну что, Владос, как настроение? Море, море. Подъезжаем к морю. Вот она. Вот она. Вот она наша цель. Ну еще пожрать, конечно. Пожрать это даже, наверное, одна из первых целей. Здесь немножко можно туда... А, ну все, отлично. Что мы сюда, да, рвем? Да, пойдем направо здесь. Здрасте, здрасте, люди добрые. Че, мы уже, короче, на море. Практически Мальдивы у нас. Ребят, нет ничего лучше, когда вот полтишок проехали и вот так попали на море. Видите, что 50 километров делает с людьми? Живой, живой, нормальный. Смотрите, смотрите. Ну что, окунулись, переоделись. Теперь двигаем туда, в сам Светлогорск. Надо покушать. Вон туда сейчас. И уже на променад. Выйдем, потом подымемся, перекусим. Здесь вот речка природная, в море впадает. Да, солнышко уже припекает, так, ребят. Вот мы на основном променаде Светлогорском. Здесь уже все оборудовано. Сейчас будем проезжать мимо лифта. По левую руку вам вы можете видеть, где стрела крана торчит. Недавно открылся. Пошла загрузочка у нас. Пошла загрузка. Влад довольный. Наконец-то мы добрались до еды. Надо калории восстановить. Ну все, друзья, программу по Светлогорску мы выполнили. Покупались. Откушали обед. Теперь выезжаем со Светлогорска. Выезжаем со Светлогорска. За плечами у нас примерно 56 километров. Ну и впереди где-то около 50 будет. Потом в конце подведем итог маршрута. Погнали. Электричка идет.
как обычно, посигналил, короче. Старый лес. Красота. Солнышко спряталось, да еще и тенек. Двигаемся назад. А дорога назад что, Влад? Короче. Позади 64 километра, друзья. И тут у меня в голову такая философия небольшая пришла. Философская мысль. Вот мы на велосипеде едем, когда, получается, мы мир видим в более увеличенном и приближенном состоянии. То есть такой переход к макромиру получается, передвигаясь на велосипеде. То есть мы все как бы более тщательно просматриваем вокруг себя. Ну, может, и себя даже узнаем лучше. Это я хотел выделить вот из плюсов путешествия. Из минусов пока то, что... О, смотри. Земля стояла до тех пор, пока мы не поехали на велосипедах. Начали крутить ее. Так смотрите, да, еще какая штука. Вот мы обедали, когда в кафе. Я заметил. Если я ору сильно, вы извините, просто ветер в ушах шумит от скорости. Что я заметил, будучи в кафе, обедая? Я уже когда сижу на обычной лавочке, мне уже кажется, что что-то не так, что чего-то не хватает. Мое тело привыкло крутить педали, потому что уже 65 километров сегодня пройдено. И впереди еще 35 как минимум. Поэтому, друзья, если вы поддержите лайкосиком и подписочкой, благодарность вам в любом случае. Вон озеро там, за деревьями. Мы его видели на пути сюда. Так, ну нам бы на Русское сейчас попасть, чтобы по оживленным трассам не ездить. Мы по грунтовочке на Русское дадим с Владосиком. Едем лесом, едем полем. К 75 километрам подходит общее расстояние, пройденное за сегодня. Скоро в Русском будет магазинчик, возьмем мороженце и кайфанем. Влад там где-то сзади. Говорит, задница уже болит сидеть. Сил нету никаких, говорит. Поселок Русское. Здесь мемориал крупный. Вот она, развилочка. И дорога вправо на Светлогорск пошла. Гермау. Ага. Немецкое солдатское кладбище. Не будем заезжать? Ну, я не знаю, давай, может, по морожке возьмем. Давай возьмем по мороженому и сходим. А вот там советская братская могила. А тут вон какой обитатель спит. Ой, красавчик какой. Жарко тебе, да? Бармалей. Вот кому интересно, на паузу поставьте, прочитайте, друзья. Задерживаться уже сильно здесь не будем, потому что у нас впереди еще дорога. Так вот выглядел замок. Так, это для англоязычных зрителей информация.
видишь, все 45-е года. Да, территория, конечно, огромная. Бои здесь лютые были. Повторюсь еще раз. Есть видео на канале у меня, где профессор рассказывает про Теренбергский котел. Кому интересна история этих мест, можете пересмотреть, найти. Там видео такое совмещенное. Мы и копаем, и Валерий рассказывает. Организм потихоньку устает уже. 90 километров мы проехали. И я думаю, такое состояние, вот как говорят, знаете, когда Великий пост есть, там люди постятся, соблюдают все. И уже потихонечку так какие-то новые там сферы сознания, короче, открываются. Вот тут примерно так же. Да, Влад? Естественно. Это все противоестественно. Мы в Приморске 90 километров прошли. Нам еще километров 14 до дома. И очередной мемориал советским воинам на нашем пути сегодняшнем. Все подстрижено, красиво. Ухаживают за памятником. Приморская брусчатка. Она уже родимым светлым таким отдает. Влад такое замечание сказал. Родимая брусчатка, по которой едем первый раз. Друзья, хотите, научу, как это, кайф получать. Так вот 90 километров проедешь на велосипеде, потом мороженое за 30 рублей покупаешь. Кайф. Так, у нас очередной чекпоинт. Ну тут уже совсем родные нам места. Слушай, глубина-то небольшая, вот прозрачная. Река Нельма, кстати, на Плотвичку можно будет сюда скататься. И вон Калининградский залив, Приморская бухта. По этой дороге, ой, очень много беженцев шло в 45-м году. Немцы отступали и в сторону Балтийска, в сторону Пилау, через Приморск они двигались. А теперь тут мы вот стоим. Уже такие утомленные солнцем. Ну ничего, нормально. Еще через 5 километров будет 100 километров сегодняшние. Мы зафиксируем. Как ощущения, Влад? Что скажешь вообще? Хочется вот туда плюхнуться. Освежиться, да, маленько? Да. На море хорошо было сегодня. Да, жалко, что это было с утра, да? Ага. И очередной мемориал на нашем сегодняшнем пути. В этом месте 16 апреля 45 года стрелковый батальон под командованием майора Иванова Сергея Ивановича замкнул окружение крупной группировки фашистских войск в районе Неплекин, Пайзы, Цимербуды. За бои на Земландском полуострове, разгром окруженной фашистской группировки, проявленное при этом отвагу и геройство, майору Иванову присвоено звание Героя Советского Союза. Путник, склони голову перед подвигом героев, известных и неизвестных, живых и павших, командиров и рядовых в тяжелейшей битве, отстоявших мир на нашей планете. И вот там такая насосная станция, на ней такая надпись символичная, уже стирается, она уже старая. Меняю жену на 3 корося. Вон он залив. О, цапли полетели. А тут брусчаточка была раньше. Уже в основном вся разобрана. Вон и остатки. Булыжники торчат.
будем дом проверять, который в этой брусчатке построили, да? Ну все, Ребзя, поздравляю нас с Владосом в преодоление рубежа в 100 километров сегодня. Как бы до дома осталось буквально километра 4, я думаю, где-то в общей сложности. Сейчас еще на мойку заедем, я хочу ополоснуть тут маленько. Потому что все скрипит от песка. Ну, механизмы велосипедные в смысле. Потом все это дело смажу дома. И велосипед на отдых пойдет. На недельку, наверное. Какие впечатления у нас? Что можно сказать? Ну, лично у меня, я думал, будет тяжелее. Как у Влада, я не знаю. Что ты скажешь, Владос? Да. Нормально, неплохо. В принципе, неплохо. Потом, даст Бог, замахнемся куда-нибудь подальше. Как-то так получилось. Ну, уже итоги дома подведу. Наш город, наш дом, пусть уютно будет в нем. Родные края. Точка старта. Точка старта, да, подъезжаем. Че, Влад, моешь велик, да? Да. Итого затрачено времени 7 часов 25 минут, пройдено 110 километров, максимальная скорость 41,4 километра в час, средняя скорость 14,7 километров в час. Как-то так, друзья. До новых встреч.